Привет, друзья, с вами Михаил Гаджетоман, и сегодня у нас на обзоре умные часы Honor Magic Watch 2. В этом видео я расскажу об основных функциях часов. Мы сравним их обязательно с флагманами Samsung Watch 3 и Apple Watch. И в конце, я думаю, будет интересно вам узнать, почему я решил сменить свои Apple Watch на вот такие вот часы от компании Huawei, Honor. Очень кратко по техническим характеристикам. Поддерживается соединение с iPhone и Android. Размер, диаметр 46 мм, толщина всего 10,7 мм, вес 41 грамм. Экран цветной AMOLED, диагонали 1,39 дюйма, разрешение 454 на 454 пикселя. Число пикселей на дюйм 226. Встроенная батарея здесь 455 мАч, оперативная память 32 МБ, встроенная память 4 ГБ. Время работы заявлено до 14 дней непрерывной работы. Поддерживается Bluetooth 5.1. Датчики акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр и емкостной датчик. В модели есть уведомления об СМС, уведомления о звонках, виброзвонок, GPS и GLONASS, умный будильник, персонализированные циферблаты, 15 режимов тренировок с функцией постановки целей. Wi-Fi, к сожалению, нет. Также есть поддержка звонков по Bluetooth. Конечно, мы начнем с самого интересного, с распаковки. Что в этой чудной коробочке, мы сейчас узнаем. Внутри, конечно же, сами часы, переливающиеся такой красивой надписью. И их уже даже можно достать, но можно и сделать вот так вот. Коробочка откроется, и мы теперь можем спокойненько их достать. Так, сразу смотрим, что еще у нас есть. Открываем дальше. У нас идет в комплекте черный ремешок, в отличие от комплектного коричневого. Здесь у нас еще второе отделение под отделением. Здесь у нас что? Логично, это кабель USB на Type-C. И еще в одном отделении внутри, у нас идет зарядка. Зарядка не беспроводная, она с контактами, но на магните. То есть заряжается просто. Сюда вставляется Type-C. И вот это все одевается. Ух ты, я моя. А как оно одевается? А одевается оно, кстати, хитро. Только с одной стороны часов. Видите? То есть, если мы попробуем его одеть вот так, у вас не получится. Это сделано для того, чтобы, как говорится, плюс-минус точно легли в свои места. И вот так оно заряжается. Сегодня у нас на обзоре версия 46 мм и сильвер корпус. Бывают еще черные и 42 мм. Я себе выбрал именно такой вариант. Считаю, что для мужчин это самое оптимальное. Они, во-первых, большие, во-вторых, очень шикарно смотрятся на руке. Здесь AMOLED экран 495 пикселей на 495 пикселей. Имеется две кнопки сбоку. Верхняя это меню, нижняя настраиваем под приложение, которое можно быстро вызвать из меню самих часов. Сзади датчики для определения пульса и насыщения крови кислородом, об этом чуть позже я расскажу, и контакты для зарядки часов. Сам ремешок, так скажем, даже не пахнет кожей, вот, он скорее всего какой-то,
ну, выглядит очень дешевый, да, но зато вот они сделали тут такую красивую надпись Honor, да, ну вот за это им респект, но ремешок я чувствую, что нужно поменять. Даже не на черный, который во втором корпусе, а найти просто подходящий 22 мм шириной, и будет все окей. Нажимаем, включаем часы, нажимаем верхнюю кнопку. Часы я уже настроил, подключил. По подключению никаких вообще проблем нет. Скачивается, это пошли уже загружаться сообщения с телефона. По подключению вообще никаких нет. Подключаются они либо к айфону, либо к андроиду. Работают практически одинаково, что там и там. Есть небольшие нюансы, и об этих нюансах я расскажу позже. Но подключаются буквально за 30 секунд, просто как Bluetooth устройство, никаких там особых проблем нет. Главное вот скачать, еще раз скажу, в Google Play, либо App Store Market, программу Huawei Health. Так, мы их включили, да, здесь у нас засветился сразу, это один из дефолтных дисплеев. Очень хочется показать вам, как осуществляются звонки по этим часам. Часы имеют встроенный микрофон, очень громкий динамик и сильный вибромотор. Вот пришел звонок, мы можем либо отклонить, либо принять и нажать на вот эту кнопку для того, чтобы убрать звук. Сейчас звук не идет вызова с телефона, потому что с часов, потому что часы не одеты на руку. Алло? Привет, как меня слышно? Отлично. Отлично слышно. Меня? Я тебя тоже отлично слышу. Громкость у нас можно регулировать вот этим ползунком. Больше, меньше. Да? Ну, это сейчас максимальная громкость. Здесь у нас кнопка для выключения микрофона. И оно сейчас как слышно? А ну-ка, проверка. Очень. Раз, два, три. Очень хорошо слышу. Отлично. Все, спасибо. Сейчас я тебе перезвоню, проверим теперь исходящие звонки. Хорошо, жду. Давай. Завершено. Так, теперь надо проверить исходящие звонки. Для этого мы нажимаем в меню, заходим в вызовы. И нажимаем последний номер, который звонил. Здесь у меня записан в телефонной книжке, поэтому имя высвечивается. Если нет, то будет просто номер. Алло. Да, отлично, прикольно слышно. Супер. Все хорошо. Все, спасибо большое. Да, давай, пока. Да, пожалуйста, звони, пока. Пойдем по настройкам, причем, наверное, с самого конца лучше. Именно через настройки. Вот первый пункт — это наушники. Можно подключить беспроводные наушники. Что интересно, сейчас у меня нашло в качестве наушников телевизор. Экран. Здесь есть выбор циферблатов. Здесь 12 циферблатов стандартных своих есть. Плюс можно, если вы пользователь Android, можно закачать из магазина циферблатов. Если вы пользователь iPhone, то там немножко другая процедура. Если будет интересно, я могу рассказать в следующем видео, как это происходит. Еще раз, значит, вернемся на настройки циферблат. Циферблат заставка — это, так скажем, в режиме AOD, Always on Display, то, что появляется на экране, когда часы у вас повернуты. И оно, вот сейчас я вам покажу, активация, конечно, она будет есть немножко больше батарейку, но вот оно в таком виде. Так, дальше по настройкам. Здесь экран избранное. Это те параметры, которые будут у вас в первую очередь высвечиваться на дисплее. Их можно поднять выше, убрать дальше. Яркость. Сейчас у меня стоит авто.
Если поставить 5, ну, в принципе, для авто я считаю, что вполне нормальная яркость и без всяких проблем. Либо в темном помещении, либо в светлом. Очень ярко они светятся. Ну, оставим, ладно, 5. Спящий режим и экран включен. Можно задать свои параметры. Так. Дальше. Звуки. Громкость. Громкость, я скажу, что очень достаточно приличная. Можно подключить режим без звука. Вибрация сильно, слабо нет. Сильно, кстати, оно тут достаточно действительно сильно шарашит. Не беспокоить. Так. Здесь программируется нижняя кнопка. Что вы хотите посадить на вот эту кнопочку, чтобы быстро появлялось какое меню. Настройки тренировки. Определение активности. Они могут сами, видите, определять активность, которой вы занимаетесь. Система перезагрузка выключить, отключить, сброс. Да. И сведения о часах. Так, дальше пошли по меню. Поиск телефона. Звонок. Ну. Звонок. Звонок. Телефон где-то далеко лежит. Так. Фонарик. Ну, фонарик — это яркий белый свет. Будильник выставляется соответственно. Можно создать множество будильников на разное время. Таймер тоже, я думаю, понятно. Быстрое такое напоминание об уходящем времени. Секундомер. Погода. Погода отличное тоже, но, естественно, приложение, которое определяет, где вы сейчас находитесь. И ближайший прогноз погоды, что радует. Вот есть по часам, либо на ближайшие дни. Сообщения. Выводятся те сообщения, которые приходят вам с телефона. Единственное, что мне сразу не понравилось, я скажу в сообщениях, то что если у вас единственное, что мне не понравилось в сообщении, это то, что нет цифр, нет даты, когда и времени, когда пришло это сообщение. То есть, если вы не отследили сразу, то потом вы не узнаете, когда же оно пришло. Ой, компас. Компас. Я думаю, тоже не самая нужная функция. Так. Компас. Барометр. Показывает давление, то есть есть встроенный барометр. Это не барометр, не данные с телефона, это данные с самих часов. Музыка. Музыка закачивается с телефона. Для этого, кстати, есть 2 гигабайта встроенной памяти. Контакты. Часы не подтягивают контакты с телефона. Эти контакты нужно самостоятельно внести как личные или как часто пользуемые. Да? Вызовы. Здесь все вызовы, те, кто вам звонил. Естественно, они все отображаются. Так, дыхательные упражнения. Стресс меряет, очень полезная, кстати, функция, меряет текущий стресс. Так, я все никак не могу привыкнуть нажатием кнопок. Сон. Отслеживает сон по фазам. Это очень важно, то, что он подслеживает сон по фазам, потому что есть умный будильник, который разбудит вас не просто в нужное время, а в ту фазу легкого сна. И это отлично. Активность. Это суммируется активность ваша по дням. Это тоже SPO2 очень полезная фишка, особенно в условиях пандемии коронавируса, когда вы отслеживаете наполнение
кислорода в крови. Ну, сейчас они не одеты, поэтому ничего вам не покажут. Пульс. Пульс показывает текущий, при этом убежал. Должен бегать этот зеленый неодетый часы, поэтому пульса сейчас вам не покажу. Так, опять я убежал куда-то в меню, записи и ваши тренировки, которые вы, причем тренировки распознаются автоматически. Ну, естественно, главное меню, вот все эти можно пробежать перелистыванием влево или вправо. Причем вы видите, что никаких задержек нет. Отлично работают часы. И не забываем про киллер-фичу этих часов. Какая же киллер-фича этих часов? Почему стоит на них обратить внимание? Да просто здесь аккумулятор стоит 450 мАч и рассчитан он на работу часов без подзарядки до 14 дней. Я купил эти часы буквально 3 дня назад и еще ни разу не заряжал. Причем при покупке был 51%, сейчас у меня 22%. Через 3 дня я считаю, что это отличный показатель, в отличие от тех же Apple Watch, которые приходится каждый день, каждый вечер ставить на ночь на зарядку. Еще пару слов по дисплеям. Вызываются нажатием на центр экрана. И вот здесь вот эти вот дисплеи, которые предустановлены уже есть, да, вот, их на некоторых стоит шестереночка, их можно менять вот эти виджеты. Это, считаю, тоже очень удобная штука. То есть можно поменять виджеты на те, которые вам в первую очередь необходимы. Вот. И, как я уже говорил, циферблатов море, просто море в родном Huawei-овском сторе, причем они бесплатные. Ну и теперь такая лирическая часть на тему, что ж тебе не хватало, зачем ты это все поменял. Да, я поменял, у меня были Apple Watch 4-го поколения, еще сколько уже, наверное, года 2 носил. Ну, как они вышли, я буквально сразу их и купил. Вроде все устраивает, и сравнить эту топовую модель больше не с чем. По функционалу, наверное, больше ничего другого нет. Но пришло такое время, когда вот душа захотела, говорит, я хочу что-то нового. Да, как говорится, что когда покупаешь товар, ты покупаешь не какое-то изделие, да, не сам товар, а эмоции. То есть те эмоции, которые ты получаешь, держа этот товар в руке. Точно так же, наверное, произошло со мной. Но внутри меня, естественно, были противоречия, потому что очень большой функционал Apple Watch я использовал, я к ним привык, я буквально не снимал, только на зарядке. Вот, кстати, про зарядку. Это огромнейший минус был, когда я вот начал что-то выбирать, и я понимаю, что по зарядке, по времени, но Apple Watch, ну это никак. Это вчерашний день, это даже не вчерашний день, может быть позавчерашний, но извините, каждый вечер ставить их на зарядку. Хотя там заложен функционал отслеживания сна, но у меня не получается никак. У меня сыпется куча, мне надо уведомления, мне надо пульс, мне надо всякие сообщения со всех абсолютно социальных сетей. Ну, так вышло, извините, я не могу без этого жить. И это моя работа, в принципе, да, когда мне приходят сообщения не только личные, но и по работе. Я должен реагировать оперативно. Вот эти ключевые факторы, конечно, сразу у меня встали под вопросом. Смогу ли я обеспечить похожий функционал и что я могу предложить себе вместо полюбившихся Apple Watch. Apple Watch отличные часы, маленькие, компактные, но вот, наверное, если первый пункт, который у меня вопрос возник при смене, да, часов, смарт-часов, первый пункт это было что-то новое,
да, получить новые ощущения. Второй пункт, чтобы были вот этот функционал у меня практически весь остался тем, что я пользовал, я начал подсчитывать, что я оставляю с новыми часами, получаю, и что я теряю. Да, я потерял много, но за это последние 2 года, наверное, я как-то уже научился жить успешно и без этого. И даже если научился с этим функционалом часов жить, то я, наверное, смогу и отказаться от них хотя бы на какое-то время. А там посмотрим, я их все равно никуда не выбрасываю, они будут со мной. Если надо, отдел дальше и погнали. Итак, собственно, по пунктам, что должно остаться у меня или появиться в новых часах. Естественно, первое это эмоции. Все, вопросов нет. Apple Watch часы маленькие, ну, как-то уже стало вроде бы и не солидно на большой руке, да, держать часы. Вот. Хотя я не считаю себя стариком, но хотелось чего-то уже нового. Хотелось больших. Большие у меня были. У меня был Frontier, отличные длинные часы. Но это сейчас не об этом. Да, это я уже немножко ухожу в сторону. А второй пункт обязательно. Это сообщение. Поддержка всех сообщений, которые есть в телефоне. Третий пункт обязательно оставить iPhone. То есть смарт-часы должны обязательно стыковаться с iPhone. Пусть это будут какие-то ограничения. Я понимаю, что, скорее всего, это будут некоторые смарт-часы, которые больше любят Android, чем iPhone, да? Таких на рынке гораздо больше. Это понятно. Apple достаточно закрытая компания, и подключать абы что к своему iPhone она не позволяет. А второй, это или какой уже третий, наверное, момент, это все-таки цена. Я боялся, что все-таки мне не зайдет, и я хочу купить что-то минимально дешевое. Я пересмотрел множество вариантов. Там были Xiaomi, Amazfit и Samsung. Но Samsung, сами понимаете, что там уже играет роль цена. За такую цену, ну, пробовать что-то. У меня были Frontier, это было ужасно тяжелые. Они были неудобные, ну, я, конечно, был восхищен ими, да, по функционалу, но я бы с удовольствием, если сейчас предложили, я бы сразу же отказался бы. Это как бы кирпич, который висит у тебя привязанный к руке и тянет, если даже ты когда купался в море, можно было даже балласт не привязывать к аквалангу и нырять прямо вместе, просто эти фронтиры утащат на дно. И, наверное, еще раз повторюсь, который раз, что одним из топовых требований это, естественно, энергопотребление. Потому что заряжать часы каждый день это ненормально, ребят. То есть это надо железная сила воли, чтобы их ставить. Причем, когда ты едешь куда-то там в отпуск, командировку, ты обязательно должен взять с собой, не забыть взять, да, у меня для этого была куплена специальная зарядка, да, для айфона отдельная, которая всегда в рюкзаке у меня была, куда я ездил. Ее надо обязательно было не забыть взять с собой, потому что найти зарядку, если для телефона еще можно где-то, то для часов фиг найдешь, сами понимаете. Вот из этих соображений, перелопатив весь интернет, я выбрал как бы 3 модели. 3 модели, вернее, я не выбрал 3 модели, я сделал выбор остановился между Samsung Watch, Galaxy Watch 3 и вот этими часами Honor Magic Watch 2. Я, кстати, дам внизу под видео, будет ссылка. Есть отличный сайт для сравнения вот этих смарт всех девайсов, в том числе и часы я там выбирал, да, то есть когда ты можешь поставить 3 часов в ряд со спецификациями и посмотреть, что ты теряешь и что ты получаешь. Конечно, Samsung Galaxy, они дорогие, они с Wi-Fi, они с кучей начинок, в том числе и приложения, все ставятся непосредственно на часы, извините. Но, опять-таки, это кирпич и это зарядка на день. Не больше, да, ну даже если на 2, это все равно не дело.
Поэтому я выбрал, я уже и забыл, они настолько легкие, 41 грамм. Это буквально, ну, по сравнению, ну, то есть они как весят, как Apple Watch, фактически, одного веса. Я их практически не замечаю, потому что, несмотря на то, что они большие, кнопки даже не нажимаются. Вот кто-то говорил, что там нажимаются кнопки, вот так абсолютно нет. Абсолютно ерунда, я уже к ним привык. Осталось только поменять ремешок на более нормальный. Но это тоже, я когда выбирал, я смотрел, что Honor это не обычные смарт-часы. Смарт-часы это вот Samsung, Apple. Это часы, у которых приложение можно устанавливать прямо на сами часы. Здесь ситуация немножко другая. Они работают только в связке с телефоном. Здесь нет Wi-Fi, то есть здесь идет речь больше как фитнес-трекер, фитнес-часы, можно даже сказать. Да, они на это нацелены. Но, несмотря на это, все равно здесь есть GPS, есть какой-то функционал с циферблатами. Они все красивые, все нравятся, и можно выбрать, поменять. И, наверное, вот это и сделало мой вывод. 14 дней все-таки без зарядки. И тот функционал, который есть, я уже как говорил, что там есть и даже оксиметр, что очень популярно в наше время. Не надо тебе где-то бегать, мерить, а взял, одел, просто на часах ты смотришь, какой уровень кислорода. И они работают отлично, автономно и без всяких проблем. Да, теряется приложение, я не могу сюда поставить никакие приложения на эти часы, но как бы буду привыкать. Вот. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, что вы думаете, стоит ли вот зацикливаться на таких суперумных, так скажем, смарт-часах типа того же Samsung, да? Либо вы пользуетесь вот такими фитнес-часами, проще функционал, но зато легкие и держат заряд. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Это мое такое первое видео на эту тему. Вот сравнение Apple и... все время забываю это самое название, Honor. Да. Если будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. Я сейчас начал еще копать тему под циферблаты. Это создание циферблатов с какими-то дополнительными функциями. Все-таки удобно, когда у тебя все на дисплее отображается, вся информация, которая тебе надо, и не надо никуда там лезть по меню. Все это увлекательно, интересно. Если есть интерес, я еще запилю видос про вот свои, так сказать, поделки и инструкцию, может быть, как сделать дополнительные циферблаты для этих часов. Кстати, про циферблаты я, по-моему, забыл вам все-таки сказать, что для андроида циферблатов очень много. То есть прямо в маркете, в приложении Huawei Health их миллион просто. Да? Но поставить для iPhone немножко будет затруднительно. Поэтому если это вас волнует, вам интересно, но это можно. Это никто не говорит, что это нельзя. Это можно, это просто через одно место. Ну, вы меня поняли, короче. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если есть вопросы по часам, по сравнению, задавайте их обязательно в комментариях. Будет интересно, еще расскажу, услышать ваше мнение. Стоило ли было переходить с Apple Watch на такие, ну, сами понимаете, да. Но мне нравится. Вот самое главное, что, по крайней мере, первый пункт получения эмоций я уже испытал вот третий день, как говорится, весь в эмоциях. Поэтому всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Всем пока.